Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему «Он о вас самому себе честно». Какие же мысли прокручивает у себя в голове загаданный вами человек? Устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее и давайте посмотрим, как же относится к вам загаданный вами человек, его отношение к вам. Упрямый, очень упрямый, серьезный. И нужно отметить, он сейчас больше настроен не на решение вопросов, которые есть в ваших взаимоотношениях, а на реализацию своих собственных целей и задач. Это работа, это карьера, это какие-то дела. Но, тем не менее, он либо планирует выйти с вами на связь, либо у вас такой формат преимущественно переписки, то есть много общения через переписку между вами. Тем не менее, как только его основные вопросы, проблемы будут решены, он готов будет приступить к тем вопросам, собственно, которые между вами назрели или назреют. Давайте посмотрим его мысли относительно вас и вашей ситуации. Что он открыто в себе признает по отношению к вам? Какие у него самые такие частые мысли бывают в отношении вас и ваших взаимоотношений? Здесь человек считает, что хватит уже дурачиться, хватит уже какой-то вот хаотичности, несерьезности, нужны перемены, нужна трансформация. Пора уже брать ответственность за то, что происходит между вами. И во многом это объясняет его поведение, его позицию. Вот это стремление добиться успеха, решить какие-то вопросы, укрепить свои позиции, оно связано с тем, что император, он не может быть дурачком. У него должна быть такая прочная основа. Это авторитет, это финансовая стабильность, это положение в обществе, это стабильная работа, стабильные какие-то дела. И он считает, что здесь уже хватит, нужно идти во что-то новое и нужны перемены. Уже либо ставить точку, либо брать ответственность за то, что происходит между вами. Почему он так считает? Что руководит его мыслями? Потому что он понимает, что если он будет медлить, то вы на месте стоять не будете. Королева жезлов, она движется вперед. И ему важно использовать те шансы, которые дает ему та ситуация, в которой вы находитесь. Ему обязательно хочется как-то, знаете, вот найти те решения, которые помогут вывести ваши взаимоотношения в более серьезное русло, в более серьезный статус, на более серьезный такой уровень. Что он думает о своих чувствах к вам? Какие чувства он признает? Восьмерка жезлов. Страсть его очень к вам тянет. Вот просто как магнитом. Не ем, не сплю, думаю о тебе. Его просто очень к вам тянет. Без вас ему одиноко. И вот это состояние притяжения, оно очень осознанное. Те моменты, когда вы не вместе, у большинства здесь, скорее всего, пауза на текущий момент, либо что-то такое вот неопределенное. Он понимает, что ему одиноко без вас, его очень к вам тянет. Причем здесь, знаете, вот как птица в клетке, бьется, бьется. Он изначально человек весьма такой самодостаточный, когда он не привык к какому-то симбиозу, то есть он не нуждается, в принципе, в ком-то, а вот в вас сейчас нуждается, и ему вот это состояние, когда он практически зависим эмоционально от кого-то, оно ему, в принципе, не свойственно. Но к вам у него очень сильное, очень дикое такое притяжение. И состояние одиночества для него томительно. Оно прям тяжким бременем ложится на его плечи. Какие чувства он отказывается признавать? Вот это он признает, да, то, что его к вам тянет. Какие он отказывается признавать? Какие у него есть, но он отказывается признавать? Тройка монет. Вы самая лучшая. Вы просто вот самая лучшая.
и он вас недостоин. Вот поэтому он стремится к успеху, поэтому он стремится к стабильности, потому что он считает, что для того, чтобы вас покорить, завоевать, здесь, прошу прощения, на кривой козе не подъедешь. И тот статус, тот уровень, к которому привыкли вы, либо который хотите видеть вы, который он хочет вам дать, он ему пока еще не соответствует. И здесь такая ситуация, когда прагматика. Человек не романтик, он изначально прагматик. Здесь вот все, что связано с финансами, со стабильностью, это у него в приоритете, он так воспитан, у него такой склад ума, что для того, чтобы, у него такое воспитание, для того, чтобы что-то девушке, женщине предложить, я должен обеспечить ей стабильность, я должен позволить ей на себя опереться, на себя положиться. А он вот чувствует себя сейчас, вот как, знаете, как за закрытыми дверями. Ты такая прекрасная, ты такая замечательная, и я привык к тому, что ты такая замечательная, но я не могу себя поставить рядом с тобой, вот именно уровень сопоставить. Здесь чувства, конечно же, есть, чувства сильные, но просто вот, знаете, такое ощущение, что он это не признает, потому что он, знаете, такой суровый, серьезный, прагматичный. А почему? Давайте посмотрим, почему он считает, что вот он где-то вот порой недостоин вас, почему ему вот просто не прийти, не устроить там рай в шалаше. Разочарование. Императрица. Вы знаете, во-первых, он думает о детях. Шестерка кубков — это дети, детская карта. И еще шестерка кубков — это символ длительных, серьезных отношений, которые создаются вот именно на века. И он хочет действительно, он видит в вас императрицу, он видит в вас такую вот, знаете, серьезную будущую спутницу свою, но он понимает, что он может вас просто-напросто разочаровать. Он просто вот может не соответствовать вашим ожиданиям, и если он совершит ошибку, то права на то, чтобы исправить ее, у него не будет. И этого он, конечно же, боится. Он боится того, что не будет у него просто права на ошибку, и дорога будет закрыта к вашему сердцу. А почему? Что он думает о вашем отношении к себе? Почему он так? Может быть, вы как-то позволили ему думать плохо о ваших чувствах? Да, он считает, что вы пока еще не определились, вы как будто выбираете, да, тройка мечей, он, понимаете, он считает, что вы выбираете между ним и кем-то еще. Он считает, что вы будете выбирать того человека, с которым вам действительно будет стабильно. И у вас есть какие-то претенденты, по его мнению, да, то есть есть конкуренты, есть соперники, и он должен априори обладать всеми теми качествами, которые будут превосходить качество конкурентов. Он считает, что вы просто боитесь. А чего боитесь? Чего он считает, что вы боитесь? Стабильности. Войти вот именно в новую стабильность, и он боится, что вы посчитаете его жадным. Четверка монет — это карта скупости. Он боится, что вот в тот момент, когда вы будете нуждаться в чем-то таком роскошном, дорогом, если он не сможет вам это дать, подарить, то вы будете считать его скупым. И, собственно, отдадите предпочтение не ему. А как он хочет, чтобы складывались ваши отношения? Как он вообще мечтает, представляет? Как он мечтает, представляет? Повешенный. Иерофант. Очень интересно. Здесь, знаете, как перевернуть с ног на голову. Смена веры. Смена каких-то ситуаций. Здесь у многих может отыгрываться такое, что кто-то не свободен из вас, либо же какие-то серьезные препятствия, которые нужно преодолеть. И вот он считает, что действительно вот эти препятствия будут преодолены, но он очень уповает на стечение обстоятельств, прям вот, знаете, на фортуну. Он действительно ждет, он может ждать определенного момента, подходящего для того, чтобы ему максимально победоносно, максимально эффектно выступить, проявить себя, показать себя для того, чтобы вот именно быть победителем, потому что он здесь мыслит рационально, он вообще у вас не романтик, он вот именно чистой воды такой вот, знаете, стратег. Совершенно верно.
А чем же закончится ваша история? Точнее, как она продолжится? Что дальше? Что он вообще, как видит ее? Он считает, что это надолго. Он считает, что вообще все развитие надолго. И какой-то период времени вам придется побыть не вместе, на расстоянии. Но потом по девятке жезлов здесь ошибки будут исправлены и отношения восстановлены. То есть все, что вы сделали не так, вы потом сможете исправить. И к чему же он хочет прийти в итоге с вами? Дворец жезлов. Он хочет вместе с вами развиваться. Он хочет вместе с вами, тройка жезлов, открытые дороги, дворец жезлов. Скорее всего, здесь есть какие-то моменты, которые вас связывают помимо личных отношений. И он делает большие ставки на них. Почему-то, вот знаете, как защищается. До поры до времени, вот он медленно идет к своей цели, здесь все опирается на работу. Он медленно идет к своей цели, но верно, потому что ему важно, чтобы он пришел к вам не с полупустыми там какими-то карманами, с полупустыми обещаниями, а вот именно, когда у него все готово. Почему он хочет? Ну, потому что победителем хочет быть. Почему он именно так хочет? И потому что он считает, что вы очень достойны. Вот чуть раньше это разобрали. Да, потому что понимает, что здесь нужен баланс, шестерка монет. Да, совершенно верно. Он считает, что нужен обязательно баланс и нужно иметь какой-то потенциал для того, чтобы справиться с теми трудностями, которые могут выпасть на долю ваших отношений. Но здесь дворец кубков – это любовь, это чувства, которые настоящие, пусть человек не всегда их проявляет, и он такой стратегичен и прагматичен, но чувства здесь есть, конечно же, и, судя по всему, покажет их, раскроет он в полной мере их чуть позже, когда уже все такие основные дела, деловые дела будут сделаны. Вот такой получился у нас с вами расклад. Благодарю всех за просмотр. Благодарю всех за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.